Всем привет! В таком виде кабачки вы еще точно не пробовали. Очень вкусно, сытно, не калорийно и много витаминов. Такие кабачки любят даже дети. 3 яйца разбейте в глубокую чашку. Взбейте до однородного состояния. Добавьте 2/3 чайной ложки соли, пол чайных ложки черного перца, чайную ложку сладкой паприки и чуть больше пол чайной ложки куркумы по желанию для красивого желтого цвета. Добавьте 100 мл молока и 150 грамм муки общего назначения, 1 чайную ложку разрыхлителя и еще раз хорошенько перемешайте до получения жидкого теста. Заливка готова. 800 грамм кабачков или цукини порежьте на тонкие кольца. – 130 грамм вашего любимого сыра натрите на крупной терке. Два средних помидора порежьте на тонкие дольки. В глубокую чашку переложите ломтики цукини или кабачка. Добавьте пол чайных ложки соли и 2 зубчика чеснока измельчите на мелкой терке или через чеснокодавилку. 2/3 чайной ложки кориандра измельчите удобным способом. Добавьте пряности к цукини и аккуратно перемешайте. Добавьте жидкое тесто с пряностями и специями. Перемешайте до получения кабачкового теста. Небольшой пучок укропа измельчите как можно мельче. Вместо укропа можно использовать петрушку или зеленый лук. Добавьте зелень к кабачкам и еще раз хорошенько перемешайте. В форму для запекания застелите пергамент и смажьте растительным маслом. Посмотрите, какие тонкие ломтики у нас получились. Выложите в форму половину теста с кабачками. Равномерно распределите и уплотните, чтобы толщина была везде одинаковой. Выложите красочные ломтики помидоров сверху цукини. Две трети натертого сыра выложите на помидоры и залейте оставшейся заливкой из цукини. Равномерно распределите также, уплотните и сверху покрошите оставшийся сыр.
Запекайте кабачки в духовке, разогретой до 180 градусов, 40 минут. Кабачки по этому рецепту получаются просто превосходные. Вкусные, сытные и без вреда для фигуры. Идеально для завтрака, обеда или легкого ужина. Даже дети любят кабачки в таком виде, запеченные с сыром, с нежной румяной корочкой. Пишите комментарии, я буду рада ответить каждому. Давайте дружить и готовить вместе. Ставьте лайк моему видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много вкусного. Сегодня мы готовим супер вкусную закуску из цукини. Один цукини среднего размера отделяем от плодоножки и режем на толстые ломтики. Для этого рецепта подойдет и цукини, и кабачки, и даже патиссоны. Слегка подсолите. Распределите соль на обе стороны ломтиков. Подготовим простую панировку. 70 грамм панировочных сухарей, 70 грамм муки и 1/3 чайной ложки соли перемешайте на плоской сухой тарелке. Подготовим вкусный кляр. 3 яйца разобьем в глубокую тарелку. Перемешаем. Добавим пол чайных ложки соли, 1 чайную ложку прованских трав, чайную ложку сладкой паприки и чайную ложку куркумы. 2 зубчика чеснока натираем на мелкой терке. С куркумой будьте аккуратны, она красит. Добавим черный перец. Перемешайте яйца со специями и пряностями. – 70 грамм сыра моцарелла натрите на мелкой терке. Сыр можно использовать любой, какой вы любите. Добавьте сыр к яйцам. Включаем духовку на 220 градусов и застилаем поднос пергаментом. Ломтики цукини от соли стали влажными. Это то, что нам нужно, чтобы к ним пристала панировочная смесь. Тщательно покрываем цукини панировкой. И макаем во вкусный сырный кляр.
Выкладываем цукини на поднос для запекания. То же самое проделываем со всеми ломтиками цукини. Отправляем цукини в разогретую до 220 градусов духовку на 15 минут. Или смотрите готовность по тому, чтобы сыр расплавился и подрумянился. Цукини по этому рецепту получаются вкусные, сытные и без вреда для фигуры. Нежные внутри, с сырной, сочной корочкой снаружи. Как же это вкусно! Эта сочная, хрустящая закуска станет прекрасным дополнением ужина или обеда. Особенно нравятся в таком виде кабачки детям, которых трудно заставить есть витаминные продукты. Как вы заметили, в рецепте мы совсем не использовали масло, что делает цукини еще более полезными. Спасибо за просмотр. Поставьте палец вверх, если рецепт вам понравился. Вам не сложно, мне приятно. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые полезные рецепты. Пока-пока!